Welcome back, man. I'm assuming you're excited to get back in there and wrap things up after you had to hit the pause button on things for 7 months or so. Я представляю, что ты рад, что как бы вернулся к боям, уже 7 месяцев почти прошло, и как бы скоро сейчас будет уже бой. Ты рад к этому? Да, я рад. Бои — это моя жизнь. Всю жизнь я привык тренироваться всю жизнь и выступать. Так что я очень рад. После крайнего боя я сделал небольшую паузу, отдохнул и сейчас набрал хорошую форму. He said, yeah, I'm definitely excited. Obviously, fighting is my life, and that's what I do. I was able to take a little break from the last fight and kind of recoup, and now I'm back. How long did you have to wait before you could get back in there and start training again? And how deep was the cut, and how many weeks were you forced to just kind of sit back and do nothing in terms of not getting hit in the face? Сколько времени ты ждал из-за травмы, пока мог обратно прийти к тренировке? Да, глаз, бровь, если честно, сильно не беспокоила. Врачи сделали свою работу хорошо, зашили профессионально. И я после боя сделал 2 небольшие операции, там у меня были другие моменты. Подождал, пока все заживет, затянется, и приступил только тогда к тренировкам. He said the cut wasn't actually that. I mean, it was bad, but it wasn't. It was pretty well sutured and it healed pretty quickly. But I took that opportunity to fix a few other things. I had a few other minor surgeries that were coming up, so I kind of took the time to get everything that I need to be fixed, and just kind of mentally reboot and then go back to training. Looking back at that first fight, I mean, does it still kind of surprise you that if he just didn't say anything, maybe you guys are still fighting on Friday night, but he probably has the belt. I mean, if he just keeps his mouth shut. Тебя удивило немножко, что в первом бою, если бы он ничего не сказал, в принципе, никто этого не видел, второго даже удара головой, и раунд, если закончился бы, и ты не мог продолжать из-за врач остановил бы бой, то он бы выиграл, в принципе, титул. То есть вы бы, может быть, даже сейчас бились бы еще раз, как бы матч-реванш, но он уже был бы чемпионом, но он бы как бы сам все остановил по своей воле, и тебя удивило это? Меня не удивило, потому что Кори тоже профессионал, и он, я так понимаю, за честный спорт. И головой ударил он, не я, он был сверху, он упал на меня головой. Так что, я думаю, он, как и я, послышал этот треск костей, как можно так сказать. И там сразу же было очень много крови. Я думаю, судья мог успеть остановить бой и без слов Кори, но Кори, как настоящий спортсмен, воин, сам остановил. He said, to be honest with you, no, I'm not really surprised, because I feel like Corey, much like myself, he wants to win it the right way, he wants to win the honest way. He knows he had butted me, I could feel it, you have a clash of heads. He chose to do the honorable thing. I thank him for it, but I can't say I'm surprised. I was just kind of like, I would expect it of him. You got to have 15 minutes or so just about with him the first time. I'm sure he's going to have changed some things in his preparation from you after seeing you for 15 minutes. Do you feel the same way that you got a pretty good idea of what he'll try to bring to the table again Friday night, that you were able to make your own adjustments heading into this one? До остановки боя вы, в принципе, 15 минут бились, поэтому у тебя был шанс как бы его почувствовать, и его силу, и его слабости. У него, конечно, был же такой же шанс почувствовать твою силу, твои слабости. Он будет делать изменения в своей подготовке, ты делаешь изменения в своей подготовке. Что ты думаешь, с этого боя тебе помогло как бы изменить подготовки на бой, который сейчас будет в пятницу? В принципе, ничего нового я не узнал о Коре. Я знал, что он хорошо борется, что он выносливый. И к этому же аспекту я готовился и второй раз, как и первый раз, к этим же моментам. Просто вмешались некоторые факторы в первом бою, затянувшаяся подготовка. И сейчас этих факторов не было. Я сейчас подошел в хорошей форме. He said,
I didn't really learn anything new in the time that we fought because everything that I already knew about him, he displayed. We know that he has really good wrestling, good ground control, and he's got good endurance and is very durable. So I prepared for that for the first fight, and I'm preparing the same way for the second fight. There were some factors in the first fight that he believes attributed to his kind of a decline, because he started out pretty well in the first round, and actually on the scorecards, I think he was even going into the third round. And then the decline happened, and it's largely because his camp was very long. The date kept changing, and he just kept staying in this peak shape, and he feels like he peaked before the fight date. So on the fight date, he was kind of already exhausted. That's not the factor now. He had the right camp, right time to prepare. It's happening on a date when he was training for us. So I think you will see a different performance from me. Over here, Vadim, you were supposed to fight Rumble Johnson last October. Unfortunately, he passed away a few days ago. I know you never got to fight him, but what legacy is he leaving behind in this sport? В этом гран-при один из твоих соперников должен был быть Рамбл Джонсон. Он, конечно, заболел и скончался пару дней назад. Вы, конечно, никогда не бились, поэтому ты не можешь сказать ничего лично о его способностях. Но что ты можешь сказать про его легенде в спорте ММА, что он оставил, как говорится, в память? Я очень сожалею то, что Энтони Джонсон умер, и то, что он так долго болел. Пусть земля ему будет пухом, Царство Небесное. А как о спортсмене, как о легенде я могу сказать, что он выходил, показывал очень красивые бои, крутые нокауты. Так что я смотрел много его боев, еще когда был сам начинающим спортсменом. И когда мне предоставилась возможность драться с ним, я был очень рад такому событию, потому что хотелось проверить себя с таким сильным соперником. Of course, much like everybody else in the MMA community, I'm very saddened by the fact that he passed away, and especially that he's been ill for quite some time now and battling this thing. He's somebody I've watched for a long time. He's always, brought A game. He was always exciting. He was always looking for knockouts. He had plenty of knockouts. Had all the power. He was always very exciting. Always in great shape. Always, in the top of the whatever division he was in at the time. So when I had the opportunity to fight him, I was actually pretty excited to test my skills against somebody with his experience and a high level. Fortunately, it didn't happen, but he's definitely left his mark. Vadim, in the co-main event, you have another fellow Russian, Usman Nurmagomedov, going for gold. And there's just so much Russian talent in Bellator right now. Everyone's doing so great, yourself included, obviously. But for you, is that a cool thing to see? What is it like seeing, all these great fighters coming up right now? На этой же карте Усман Нурмагомедов, тоже твой земляк, с Россией будет биться тоже за титул в легком весе. И вообще в Беллаторе очень много бойцов с России, которые топовые и очень хорошо представляют страну и ММА. Что ты об этом думаешь, просто о развитии единоборств в России и как такие топовые таланты выходят из этой страны на мировой рынок? Я рад, что мы с Усманом деремся в одном карте, вдвоем деремся за титул. Там еще есть ребята, которые дерутся из России. Я очень рад, что много бойцов дерется в зарубежных лигах, в ведущих лигах. И развитию ММА в России способствует Федор Емельяненко, и он делает эту работу хорошо, поэтому очень много бойцов сейчас представляет нашу страну за границей. He said, I'm super excited that another fellow Russian is in the co-main event on this card with Usman, and there's actually a few other guys on the card that are from Russia that are fighting pretty high-profile fights, and just excited about the overall development of MMA in Russia. Obviously, Fedor is a leading authority on kind of charging the way to develop MMA in Russia, and there's a lot of top talent that are now in leading world organizations that are doing really well.
and obviously he's very proud of it and very happy. You were hanging out with another champion, Anatoly Malikin, recently. How was that, getting to see him? Ты был с Анатолием Маликиным, как было это соотношение ваше? Я приехал в Таиланд побороться с Анатолием Малыхиным. Там было тоже очень много других бойцов, с которыми тоже пришлось поработать, побороться, поспарринговать. Анатолий очень хороший борец, и я с ним очень много боролся в партере, в стойке. Я думаю, что это поможет мне в предстоящем бою. He said, yeah, I went to Thailand to train with him and a few other guys, and we did a lot of sparring, we did a lot of groundwork, we did a lot of wrestling, and he's a phenomenal fighter. I think, obviously, I believe it helped my game a lot. Absolutely. And, in this rematch with Corey, it's your second rematch you've had in your career, and I'm just kind of curious, like, when you approach the dynamic of a rematch, do you treat it any differently than like a regular fight? Or you try and keep everything as kind of separate and in its own space, I guess, when you take these approaches? But I don't know, just how do you look at the general rematch approach with this being your second of your career? Матч-реванш с Кори – это второй реванш в твоей карьере. Как ты относишься к матчам-реваншам? Как отдельное событие, как бы отдельный бой, к которому нужно отдельно подготовиться, или как ты их связываешь с первым боем? То есть какой у тебя менталитет по отношению к таким боям, матч-реваншам? В смешанных единоборствах в профессионалах это первый, получается, реванш. Не второй. У меня были реванши в любительском виде спорта, в боевом самбо, где я проигрывал встречи, но потом всегда второй раз я выигрывал поединки. Так что пока для меня реванши складываются хорошо, и обычно я возвращаю долги в реваншах. Так что я думаю, этот бой не будет исключением, и я выиграю этот бой. He said, actually, in pro career, this is my first rematch, but I have had a bunch of rematches in my amateur, in combat sambo in an amateur career, and I've always won my rematches. So I'm doing pretty well with the rematches. So I think I'm gonna do well on this one too. The Phil Davis one was a rematch. Phil Davis. Yeah. Yeah. Phil Davis. But he beat him twice, so it Yes, wasn't really yes. a rematch. Yeah. It'd be a rematch if you lost. Fair enough, fair enough. It was just two match. Yeah. Vadim, do you feel like you're being underestimated in this fight because of how the first fight went? Ты думаешь, что тебя, может, эксперты, профессионалы, бойцы или любители как бы недооценивают в этом бою из-за того, что первый бой как бы так шел в его сторону? Ты чувствуешь, что кто-то тебя недооценил или нет? В смысле, как бы все... Да, может, кто-то недооценивает, но я за этим не слежу, особо не читаю там новостей, все моменты стараюсь не смотреть. У каждого есть свое мнение, никто не знает, какие были проблемы в предыдущем бою и какие сейчас там проблемы, или исправил ли я те проблемы, что были. Сейчас я могу сказать, что я все исправил, все проблемы прошлого боя, так что сейчас будет другой бой. He said, I don't know, because I try to not really read what people say and just kind of not follow it because it doesn't matter to me. Obviously, everybody has their opinion, but people don't know the backstories. They don't know what factored into performances. They also don't know what a fighter would go through to fix him. He feels like whatever demons he might have had in his last fight, he's overcome and is coming into this fight very different. And that's really all he cares about. Of course. And I was just kind of curious because you fought Yuri Prochazka back in 2015, and since then you both have had kind of meteoric rises. You've both become champion at two of the premier MMA organizations at light heavyweight. Have you been keeping up with his career at all since you guys fought? Like, is that somebody that you're keeping an eye on, as somebody that is on a very similar rise, just in another promotion? Он спрашивает, потому что ты бился с Юрием Прохатом, с чехом, и он сейчас чемпион в UFC, ты чемпион тут в Bellator, то есть вы как бы оба после этого боя выросли просто в разных организациях. Ты следишь за ним, за его карьерой? Я слежу, в принципе, за моей весовой категорией, за 93 килограмм.
Так что я слежу и рад то, что я когда-то с ним дрался. У нас там тоже был с ним интересный бой. Так что, может быть, когда-нибудь, где-нибудь мы снова пересечемся и подеремся. He said, I mean, I pay attention to him as much as I would pay attention to anybody in my weight class. Not, necessarily drawing the parallels of our rises. We had a good fight, and you never know. Maybe our path will cross one day. Last thing for me, how do you like Chicago so far? Как тебе Чикаго нравится? В Чикаго я 2 дня, очень холодно, но сегодня мы были в центре, красивый город, очень понравилось. Хотелось бы приехать сюда летом. He said, I've been here 2 days, it's very cold. Guy from Russia says that, it's really Chicago sucks. He said, but we went downtown today and it was pretty nice. I'd like to come back here in the summertime. This man just spent a month in Florida, man. He's like. Надеюсь, летом уехал из России в Таиланд, из Таиланда в Майами и сейчас. Yeah. See, he left during summertime in Russia, right? So it was warm. And then he went to Thailand, where it's always warm. Then he went to Florida, where it's always warm. And Avoiding the cold. this is the first cold he's seen in 6 months. So he's like, it's a little cold.